Всем привет, друзья! С вами я, Ксения Назарова, и я рада вас приветствовать на своем творческом канале «Красота в деталях». Сегодня продолжаем делать красоту из атласных лент 2,5 сантиметра. Сегодня хочу представить вашему вниманию ободочек с цветком хризантема розового цвета. Такой цветочек мы уже делали, поэтому подробное описание мастер-класса, как сделать такой цветок, будет в инфобоксе под этим видео. Я же хочу показать, помимо этого цветка, несколько интересных лепестков, которые мы с вами будем делать в данном видеоуроке. Оставайтесь, пожалуйста, со мной, буду рада новым подписчикам, я очень рада вашим комментариям, лайкам, и давайте начнем наш видеоурок. Итак, друзья, сегодня мы сделаем красивый новогодний ободок с целой цветочной композицией на нем. Значит, состоит эта цветочная композиция из множества разных элементов, и все эти элементы сделаны из атласной ленты шириной 2,5 сантиметра. Здесь уже есть два готовых элемента. Это такой вот цветочек с веточками из бусин разного диаметра. И ссылка на подробный мастер-класс такого цветка мы оставим в инфобоксе под данным видео. Далее ободок, стальная заготовка для ободка, заранее оплетенная атласной лентой шириной 6 мм. Тоже ссылочка на то, как оплести ободочек, тоже будет в инфобоксе под этим видео. Остальные элементы я сейчас покажу. Вот и этот цветок, и веточки, которыми будем декорировать ободочек, сделаны вот из такого лепестка. Для этого мы берем отрезок ленты длиной 7 сантиметров и делаем скос где-то 1 сантиметр вот здесь вот по краям. Срезаем, оплавляем зажигалкой, получается у нас вот такая вот трапеция. Из нее мы делаем такой вот лепесточек базовый. Находим серединку, загибаем к серединке краешки, получается вот такой самолетик. Загибаем еще раз. Срезаем кончик, оплавляем зажигалкой. Покажу еще раз. Обязательно оплавляем зажигалкой краешки. Находим серединку. Складываем самолетик, складываем еще напополам каждую сторону. Отрезаем краешек и оплавляем зажигалкой. Вот из таких вот самолетиков и из таких бутончиков мы будем делать наш ободочек, украшать вот этот большой цветок. Значит, как сделать такой бутончик? Вот они у меня в двух цветах. Один бутончик сделан из ленты 2 сантиметра. Я покажу, как сделать такой бутон из стандартной ленты 2,5 сантиметра. Мы берем отрезочек 3,5 сантиметра длиной, шириной 2,5 сантиметра. Держим его таким образом, складываем пополам, чтобы найти серединку. Загибаем краешки к серединке. Маленький вот этот уголок загибаем от себя, складываем вместе.
Зажимаем краешек пинцетом наискосок и приплавляем зажигалкой. Выгибаем. А здесь мы делаем вот такие складочки по бокам. С одной стороны и с другой стороны. Можно приплавить сначала с одной стороны, зафиксировать. Так будет удобнее. И с другой стороны можно помогать себе пинцетом. Вот такой бутончик у нас получается. Вот так мы будем его вклеивать и декорировать наш главный большой красивый цветочек. Покажу еще раз. Берем отрезок 3,5 сантиметра длиной, 2,5 сантиметра шириной. Плавляем с одной стороны, изнанка к себе, складываем вдоль, находим серединку. Краешки сгибаем к серединке. Уголок, кончик уголка загибаем от себя и складываем еще раз повдоль. Зажимаем на уголок немного пинцетом. Приплавляем зажигалкой. Выворачиваем. И делаем одну складочку с одной стороны. И с другой стороны. Вот такой бутончик у нас получился. Еще очень красивый выразительный элемент нашего ободочка, так скажем, для продвинутых канзаши пользователей. Но я покажу его. В принципе, можно включать его в композицию, а можно обойтись и вот этими двумя элементами, которые я показала ранее. Итак, для того, чтобы сделать вот такой полосатый лепесточек, мы берем два оттенка ленты шириной 2,5 сантиметра, длиной 11 сантиметров. Складываем изнанкой друг к другу и сплавляем по краям зажигалкой. Складываем его напополам, чтобы найти серединку. Светлая часть у меня внутри, поэтому светлой частью держим к себе и складываем вот таким образом. Краешки складываем к серединке. Загибаем, чуть-чуть фиксируем зажигалкой уголочек. Зафиксировали. Теперь правую часть поднимаем вверх к уголку. И как бы вот такой двойной самолетик у нас получается. Также поступаем с левой частью к уголку, к верхнему. Затем еще раз подгибаем. Далее мы отводим назад, складываем два крылышка вместе. Тут у нас такой трилистник получается. Его мы вот так наискосок зажимаем зажигалкой и хорошенько разогреваем, зажимаем пинцетом, извиняюсь, и
хорошо разогреваем огнем зажигалки, чтобы спаять все-все-все слои ленточки. Вот, все слои ленточки у нас склеились здесь в уголке. Дальше мы можем продолжать работать с лепестком. Каждый краешек, и правый и левый, мы подгибаем еще раз наполовину. Здесь у нас на одном уровне эти ушки остаются. Срезаем краешки совсем чуть-чуть. И тоже хорошенько разогреваем пламенем зажигалки, чтобы спаять, склеить все слои ленты. Прижимаем. Здесь тоже срезаем немного. Краешки можно подогнуть и зафиксировать огнем. Вот такие вот лепесточки у нас получились. Итак, все элементы у нас готовы. Теперь мы берем ободок и кусочек фетра, который мы будем прикреплять к ободку, чтобы нам было к чему клеить всю нашу красивую цветочную композицию. Шириной такая полосочка где-то примерно, я меряю вот по ленточке, 2,5 сантиметра. Может чуть шире, смотря как вы будете располагать все элементы вашей композиции. Краешки можно закруглить и сделать 4 надреза, чтобы закрепить, вдеть в них ободочек. Таким образом. Когда вы определились, где у вас будет располагаться цветочек, все, можно уже закрепить на горячий клей. А теперь остается нам самая интересная и творческая часть всего процесса – это составить цветочную композицию красивую и закрепить все на горячий клей. Я вот эти лепесточки буду вклеивать внутрь веточек на горячий клей таким образом. И такие вот веточки тоже буду помещать вот в чашелистики в такие, либо просто дополнять веточки вот такой вот зеленью ярко-изумрудного цвета, глубокого изумрудного цвета. Цветочек у нас будет располагаться в серединке.
Внутреннюю часть мы можем закрыть лентой атласной той же в тон наших цветочков, чтобы закрыть фетр. Вот такой ободочек у нас получился.